Дубай – один из самых шикарных городов в мире. Сверкающие небоскребы и развитые технологии привлекают сюда миллионы туристов со всего мира. Здесь почти всегда прекрасная погода. Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа находится именно в Дубае. Роскошные и самые дорогие отели мира также находятся здесь. В этом видео мы немного познакомим вас с городом-сказкой и покажем самые интересные места в Дубае на наш взгляд. А в Дубае мы 3-й или 4-й раз. Солнышко встает. Доброе утро. Мы с Алисой собрались, едем в Дубай, собрались первые, Тая едет с нами, а Света сегодня на пляже. Ну, показывай свою красоту, давай. О, сама делала, старалась. Алиса очень просила показать вам, какая сегодня она красивая. А мы выезжаем из Фуджейры, и пошел дождь, тот самый, который в Эмиратах бывает раз в году. И буквально через пару километров солнышко вернулось к нам. Ехать нам из Фуджейры в Дубай 135 километров. Фуджейра – один из самых удаленных Эмиратов, ближе к оманской границе. Небоскребы сюда еще не добрались, и в этом есть свои плюсы. Возможно, через пару лет Фуджейру будет не узнать. Время в дороге пролетело очень быстро, и, как вы уже заметили, мы едем по Дубаю. Мы сейчас в музее будущего. Мы не будем ходить по этажам, не будем ходить по музею. Покажем вам вид на него с красивой смотровой площадки и очень красивую скульптуру в виде руки при входе. И мы будем бежать дальше, потому что на музей у нас сегодня времени нет. Летать мы не будем, летает тут в холле удивительная рыбка из будущего. В следующий приезд я обязательно запланирую поход сюда. Если вы хотите попасть в музей будущего, билеты лучше брать заранее на их сайте, за месяц до приезда. Стоимость очень меняется, но в среднем примерно 145 дирхам или около $40 со взрослого человека. Доця, в воду не лезь. Народу тут на таких локациях везде всегда много людей очень. Будущее принадлежит тем, кто может его представить, спроектировать и реализовать. Будущее не ждут, а создают своими руками. Именно эту мысль вложили символично в эту руку перед входом в музей будущего. У нас сегодня такая жара здесь просто. Выезжали из Фуджейры, дождик моросил, девчонки наши на пляже. А мы сегодня в хорошую погоду в Дубае. Может быть, и не зря мы не поехали в прошлый раз, когда Алиса заболела, ее свалила 40 температура. Ну куда с больным ребенком было в дождь ехать? Вот, а сегодня должно быть хорошо. Рабочая неделя в Эмиратах начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота жители Дубая отдыхают. Это из-за религии. У мусульман пятница считается днем, благословенным Аллахом и временем обязательной молитвы. На вершине этого небоскреба мы окажемся через несколько минут. Мы идем через вот такой коридор, и здесь рыбы везде, да, Доць? Сейчас будем подниматься на Palm Tower на скоростном лифте. Идем, догоняй. Если вы не едете сюда с обзорной экскурсией и не хотите убить час на очередь в кассе, билеты лучше взять заранее на сайте. Это выглядит вот так, по штрих-коду вы проходите. Давай ручку. Очередь в лифт. Здесь это лифт красиво. The Great Wall stretches 5.3 kilometers east to west and 5 kilometers north to south. The internal palm shape stretches 3.9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The Great Wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. Rock was used as the foundations.
including the stunning Atlantis the Palm. But a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. Resemble a palm tree, a true Dubai icon. Nearly 100 million cubic meters of sand from the bottom of the sea and 7 million tons of rock from nearby mountains in the Northern Emirates were carefully positioned using GPS technology and satellite images from space to create one of the most recognizable icons of Dubai. Constructed in less than 6 years, from 2001 to 2006, the first of its kind man-made island is a monumental feat of engineering and modern technology. It is one of the few islands in the world that can be viewed from space with the naked eye. Today, we welcome you to experience a pioneering symbol of Dubai's transformation into one of the world's most exciting cities. Designed to inspire wonder, this unforgettable, iconic, and awe-inspiring journey brings the story of Palm Jumeirah to life for the first time. Мы сейчас в лифте поднимаемся наверх. Ага. Человек 20 тут. На 20-м этаже. Уши заложила немножко, да? 32-м. Мы сейчас на 52-м этаже. Солнце с этой стороны. Хотим обойти чуть-чуть по кругу эту смотровую площадку. Сделать фотографию нормальную. С видом на Пальмовый остров. Лучший способ оценить масштабы Дубая – это посмотреть на него с высоты. Именно поэтому мы поднялись на Palm Tower. Сама смотровая площадка расположена по кругу. Удивило то, что здесь я не встретила ужасного скопления людей, такого как на Бурдж-Халифе. Это классно. Идем с той стороны, чтобы пальму было видно. Посмотрим. Здесь есть вот такие локации, где можно присесть и сделать фотографию красивую. Вон там вдали Бурдж Аль-Араб. А лучший вид на рукотворный остров Пальма Джумейра именно отсюда. Но еще с вертолета, конечно. Искусственный остров выполнен в виде пальмы, ствола и 16 ветвей. Чтобы защитить остров от разрушительной силы воды, его окружили специальным волнорезом в виде полумесяца. В здании 52 этажа, с 1 по 18 этаж находится шикарный отель. Затем с 18 по 47, если я не ошибаюсь, апартаменты. Да, здесь можно купить квартиру, и здесь сдается все, и многие живут. А уже на 50 этаже шикарный бассейн панорамный с видом на Дубай. Вот. И вот видно, кстати, да, сейчас посмотрим. И на 52 этаже сейчас находимся мы на вот этой смотровой площадке Palm View. Вид, конечно, отсюда классный, шикарный. И я скажу, я была несколько раз в Бурдж-Халифе в разные годы, и здесь мне понравилось больше. Здесь видно кусочек этого бассейна. Да, вот с нашего 52 этажа, вон 50-й, нам кто-то пошел. А видеть из бассейна они могут вот эту всю красоту. Конфету зажала, та ей не хотела дать. Я хотела поделить, но не вышло, поэтому я ее забрала у обеих. Здесь самая серединка, видно весь Пальмовый остров, ребенок плачет. И вдали отель Атлантис. Высота просто огромная.
мне тут очень понравилось. Панорамная площадка действительно очень классная. И вот я могу ее сравнить с панорамной площадкой в Испании. Я не помню, в каком это было городе, но мы поднимались тоже высоко, но В Бенидорме это было, Это Бенидорм. на какой этаж примерно было? Ой, я не помню. Высокий тоже надо И там вот посмотреть. не было вот таких вот ограждений, а я высоты, если честно, боюсь, поэтому мне там, не так понравилось, как тут, потому что, тут ограждения хорошие. Для того, чтобы сделать вот эту вот фотографию, вот здесь покажу, вот эту, мы с Алисой подпрыгнули 52 раза, наверное. Столько же, сколько здесь этажей. Дышать не могу. Идем воду искать, а вода в автобусе осталась. Ой, аж горло пересохло от таких прыжков. Дочь, что ты делаешь? Ты же мои очки разобьешь. В Дубае очень низкий уровень преступности. Везде камеры, на улицах и парковках, в торговых центрах и даже в такси. Отслеживают звонки и активность в интернете. Звучит как тотальный контроль, но это никого не беспокоит. Власти хотят обеспечить людям максимальную безопасность и ищут только тех, кто действительно нарушает закон и устраивает кибератаки. А сейчас я хочу вам показать, в какое красивое место мы приехали. Это один из моих любимых районов Дубая. Это место называют Дубайская Венеция, Медина Джумейра. По каналам можно прокатиться на Абри, местной лодочке. Здесь есть рестораны, такие как Пад-Тай, например, и туда можно добраться только на этой лодке. Там очень высокий уровень тайской кухни. Кто-то забрал мои очки, да? Здесь большой сувенирный рынок, можно заблудиться. Ходишь кругами, много всего восточного, как обычно. Много всяких ламп, светильников, магнитиков, тарелочек. Вот. И к чему я вела? И место очень популярное, народу просто огромное количество, приезжают автобусы туристические. И покупать здесь у меня нет ничего, ни времени, ни желания сегодня. Покупать сувениры нужно, конечно, в другом месте. Также здесь есть несколько ресторанов. Ну и, конечно, все спускаются сюда, чтобы увидеть самый дорогой по ранним меркам отель Дубая Бурдж-Аль-Араб. На данный момент, конечно, в этом году он уже не является самым дорогим, есть отели намного дороже. Но все равно ночь здесь стоит от 14 тысяч $. Идем в сам рынок, зайдем внутрь. Алиса? Нельзя залазить, нельзя. Алиса слезла к него. Давай посмотрим, сколько он стоит. Вот цена этого верблюда 59 тысяч дирхам. Капец. Нельзя. Нельзя. Будем потихонечку выбираться на выход. Светильники мои восточные. Мне они так нравятся. У нас есть, да? Такой же светильник. Восточные светильники арабские – это моя слабость. И вообще, я просто обожаю арабские базары. Могу здесь бродить часами, всегда нахожу какие-то безделушки интересные. А здесь на выходе продается мороженое из верблюжьего молока. Такая изюминка Медина Джумейры. По чуть-чуть, попробуй. Вкусно тебе? А вкусно? Я боюсь, что у тебя еще горлышко недовыздоровело. Мы уже проголодались и сейчас едем пообедать, но не в обычный ресторан. У нас будет обед на лодке Доу с видом на Дубай-Марину. Мы будем плыть и кушать с видом из залива на все эти небоскребы, на всю эту красоту. Я решила вечерний Дубай показать вам отдельно в следующем выпуске. Увидим Дубай-Марину со стороны залива, посмотрим на поющие фонтаны и самое высокое здание в мире.